Она потеряла способность ходить, но вернулась в седло и стала топ-всадницей. Ее зовут Эмберли Снайдер. С самого раннего детства она была одержима миром вестерн-спорта, с блеском в глазах мчалась по трассам баррел-рейсинга и роупинга, завоевывая сердца зрителей и уважение соперников. Эмберли была на пике своей карьеры, когда в январе 2010-го судьба решила сыграть с ней злую шутку. Тот роковой день, когда она направлялась на очередные соревнования, произошла ужасная автокатастрофа. Эмберли выжила, но ее жизнь навсегда изменилась. Врачи вынесли страшный приговор, она осталась прикована к инвалидной коляске, а ее ноги навсегда потеряли способность двигаться. Слова о том, что она больше никогда не сядет в седло, звучали как приговор, но даже в этот мрачный момент дух Эмберли не сломился. С каждым новым днем она продолжала бороться. В ее жизни появились два верных спутника – лошади по имени Power и Wrangler. Для того, чтобы вновь ощутить себя всадницей, Эмберли разработала специальное седло, которое позволяло ей крепить ноги и уверенно держаться в седле. Она сама седлает своих лошадей, и когда она поднимается на них, в ее сердце разгорается огонь, который не угаснет никогда. Когда я сажусь верхом, я чувствую себя как обычный человек. Лошадь становится моими ногами, я могу соревноваться с другими всадниками, которые могут ходить, говорит она, и в ее голосе звучит уверенность, которая вдохновляет. Эмберли начала свою карьеру в седле в 3 года, а в 7 уже одержала свою первую победу. К 18 годам она достигла вершин, став чемпионом мира осенью 2009-го. Но январь 2010-го стал для нее не просто испытанием, а настоящим переломным моментом. Мне было легче услышать о том, что я никогда не смогу ходить, чем о том, что я никогда не смогу вернуться в седло, вспоминает она, и в этих словах слышится не только боль, но и невероятная сила воли. С тяжелыми тренировками и реабилитацией Эмберли вновь вернулась в мир спорта. Теперь ее лошади слушались не ног, а звука голоса. И это стало новым началом для них всех. Сегодня Эмберли Снайдер занимает почетное место в топ-5 вестерн-спортсменов США, и она не собирается останавливаться на достигнутом. Ее история — это не просто рассказ о преодолении, это гимн человеческому духу, который, несмотря на все преграды, продолжает стремиться к мечте. Ипотерапия. Одна прогулка на лошади приравнивается к 5 сеансам массажа. И это не магия, это ипотерапия. Что это и как работает? Сейчас расскажу. Представь, что ты можешь исцелиться силой лошади. Да-да, именно так. Иппотерапия — это как волшебство, когда верховая езда помогает людям выздороветь. Еще древние греки знали об этом секрете, Гиппократ сам советовал прогулки на лошадях для борьбы с хандрой. А ты знаешь, что французский доктор Перрон доказал, как лошади активизируют кровь и дыхание? И даже спустя века психолог Лаулери заметил, что лечение лошадьми особенно помогает людям с ограниченными возможностями. В Европе иппотерапия стала популярной в 60-х годах прошлого века, а в Америке ее используют как альтернативное лечение. У нас в России она официально признана только недавно, но уже помогает многим. Лошади словно волшебные, они развивают мышцы, улучшают координацию и выносливость. И не только тело, но и душа радуется. Верховая езда дарит мощный заряд эмоций, а потом наступает заслуженное спокойствие. Это как ресет для всей нервной системы. И самое удивительное, иппотерапия подходит всем, и детям, и взрослым, независимо от возраста. Она помогает при ДЦП, неврозах, аутизме, задержке развития у детей, а также после травм и болезней. Конечно, не все болезни можно победить, но иппотерапия может улучшить состояние и помочь пациенту жить полной жизнью. Самое главное – безопасность. Поэтому занятия проходят под руководством опытного тренера-иппотерапевта, который знает все о лошадях и реабилитации. И, конечно же, рядом всегда должен быть врач. Иппотерапия – это не просто катание на лошади, это целый мир возможностей для исцеления и радости. Лиз Хартелл. Лиз Хартелл – полупарализованная женщина на Олимпиаде, и она выигрывает у мужчин. Сейчас нам свою историю расскажет Лиз Хартелл. Я родилась в 1921 году и с детства была увлечена выездкой. Однако в 1940-м моя жизнь изменилась навсегда, когда я заболела полиомиелитом. Это заболевание, которое сейчас стало редкостью благодаря вакцине, оставило меня частично парализованной. В тот момент мне казалось, что впереди меня ждет лишь серость и безысходность. Но, как я вскоре поняла, это было лишь начало моего пути. Верховая езда для инвалидов стала для меня настоящим спасением. Она окрыляла меня, дарила новую жизнь и пробуждала дух. Я хочу поделиться с вами своим опытом, связанным с лошадьми и верховой ездой, который, несмотря на то, что произошел много лет назад, остается актуальным и сегодня. Мое первое значимое достижение произошло на Олимпийских играх в Хельсинки в 1952 где я завоевала серебряную медаль в выездке. Это событие привлекло внимание по нескольким причинам. Я была первой женщиной, участвовавшей на равных с мужчинами, и, что самое важное, я была инвалидом.
После этого я получила сотни писем от людей, которые вдохновились моей историей. Некоторые из них писали, что нашли в себе смелость, другие искали совета, как преодолеть свои трудности. Успех в спорте был важен, но настоящая радость для меня заключалась в том, что я смогла одержать маленькие победы над полиомиелитом. Каждое незначительное улучшение стало вехой на пути к восстановлению. Я заболела в разгар эпидемии полиомиелита в Дании. Выйдя из больницы, я мечтала лишь о том, чтобы снова стать на ноги. Мой путь к восстановлению был долгим и трудным. В первый раз, когда я поднялась с постели, я могла лишь ползти. Моя старшая дочь, которой тогда было всего 2,5 года, ползала рядом со мной, и это приносило нам радость. Я научилась находить светлые моменты даже в самых тяжелых обстоятельствах. Улыбка и оптимизм стали моими верными спутниками. Я использовала всевозможные приспособления, ходунки, мешки с песком, велосипеды, чтобы постепенно восстанавливать свои силы. Но в глубине души я мечтала снова сесть на лошадь. Однажды меня привезли на конюшню к моей любимой лошади. Все думали, что я сошла с ума, но я настояла на своем. Я смогла проехать всего один круг шагом, но это было невероятно. Я снова сидела верхом, и это наполнило меня радостью. Я понимала, что достигла первой цели, и впереди меня ждали новые. Я тренировалась месяцами, годами, стараясь усовершенствовать свои движения. Я следовала указаниям врачей и каталась на лошади так часто, как могла. Я уверена, что верховая езда полезна не только для людей с полиомиелитом, но и для многих других, кто сталкивается с физическими недугами. Она заставляет работать множество мышц, и это очень важно для восстановления. После 2 операций на голеностопных суставах я смогла ходить, опираясь на 2 трости. Врач, который лечил меня, когда-то говорил, что если мне повезет, я смогу ходить с тростями, но верхом я никогда не смогу ездить. Я не упоминаю это, чтобы осудить врача, а лишь для того, чтобы вдохновить других инвалидов. Постоянное стремление вперед оправдывает себя. После моей победы на Олимпийских играх меня стали приглашать в разные страны, чтобы продемонстрировать искусство выездки. Я была представителем инвалидов на показательных выступлениях и в своих статьях. Это придавало моему успеху особую значимость. Я вспоминаю, как верховая езда для инвалидов только начинала развиваться. Я познакомилась с молодым врачом, который также страдал от последствий полиомиелита. Я убедила его попробовать сесть на лошадь, и он был в восторге. Его пример вдохновил многих, и он продолжал заниматься верховой ездой у себя на родине. Я верю в верховую езду для инвалидов не только как способ лечения, но и как возможность испытать радость, которую испытывают все всадники. Инвалид — это здоровая личность, просто его способности ограничены. Я встречала много замечательных людей, которые не позволяли своим трудностям сломить себя. Я уверена, что многим нормальным людям есть чему поучиться у тех, кто, несмотря на свои проблемы, способен улыбаться. Я счастлива, что мой пример преодоления трудностей помогает другим. Я благодарна судьбе за то, что у меня хватило сил и оптимизма бороться за восстановление. Человек должен сражаться, не поддаваясь обстоятельствам. Эти мысли приходят ко мне, когда я рано утром еду на лошади под открытым небом. Спокойный галоп превращает меня и мою лошадь в одно целое, и я чувствую блаженство, радостная благодарность за жизнь, за простые вещи и осознание того, что усилия и терпение не пропадают даром. Как я научился ездить верхом? Я был инвалидом. Через 3 месяца стоял в стременах, управлял лошадью и занял призовое место. Моя история началась в детстве, когда я, как и многие другие дети, был очарован лошадьми. Эти грациозные создания всегда манили меня, но я и не подозревал, что моя страсть к ним проявится лишь в 24 года. Летним днем 2018-го, когда судьба решила сыграть со мной свою игру, я узнала о центре иппотерапии, расположенном в микрорайоне, где я жил с родителями. Это было как знак свыше. Мне предложили 20 бесплатных занятий благодаря моей инвалидности. Я не мог упустить такой шанс и полон надежды решил попробовать себя в роли наездника. Центр назывался «Полюшка». Когда я пришел туда, меня встретили просторы. Большое поле, занимающее около 1,5 гектаров. На территории работали 2 опытных тренера и несколько волонтеров, а также 4 лошади, готовые стать моими спутниками в этом удивительном путешествии. Я заметил и 2 молодых лошадей, которые только начинали свой путь, обучаясь работать с людьми с ограниченными возможностями. Сначала я немного растерялся. Подъем на лошадь осуществлялся с помощью специального возвышения с пандусом, что давало возможность каждому попробовать себя в роли всадника. Но, как в любом начинании, самое трудное — это сделать первый шаг. Я помню, как неуверенно садился на лошадь в первый раз, полагаясь на помощь волонтеров. Но со временем все изменилось. Мои занятия начинались с простых вещей. Я учился держаться в седле, совершать движения, привставать на стременах и осваивать базовые команды для управления лошадью. 2 раза в неделю я погружался в этот мир, и каждое занятие длилось 30-40 минут. Я чувствовал, как постепенно преодолеваю свои страхи и неуверенность.
Август 2018 стал для меня поворотным моментом. Я уже не просто новичок, я стал частью команды Рябина. Мои тренеры начали давать мне более сложные задания. Стоять на стременах, работать с мячом и даже осваивать рысь. Я чувствовал, как внутри меня растет уверенность, и это было невероятно вдохновляюще. Что же я получил от этих занятий? Я научился держать равновесие, улучшил осанку и походку, приобрел навыки работы с животными. И как приятный бонус занял 2-е место на соревнованиях по прохождению специального маршрута. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что ключ к достижению любой цели заключается в регулярной работе, открытости новому и поддержке близких. Я верю в себя и в то, что каждый из нас способен преодолеть любые преграды, если только не остановится на полпути. Истории спортсменов. Он не мог ходить, а теперь в сборной России по паралимпийской выездке. От первого лица вы услышите истории спортсменов от безысходности до призовых мест. Когда мне было всего 7 лет, я не мог ходить. Инвалидная коляска и постоянная помощь взрослых стали неотъемлемой частью моей жизни. Но все изменилось 20 лет назад, когда я впервые пришел на иппотерапию. Сегодня я не только хожу и занимаюсь верховой ездой, но и представляю сборную России по паралимпийской выездке, выигрывая международные турниры. Этот путь был невероятно сложным. Каждый день я сталкивался с невыносимой болью, и порой мне хотелось все бросить. Иппотерапия — это не просто катание на лошадях, это настоящая борьба. Я помню, как мне приходилось преодолевать себя, и как много усилий потребовалось, чтобы спустя 10 лет регулярных и порой мучительных тренировок я смог отправиться на свой первый турнир. Теперь я многократный чемпион России и бронзовый призер международного турнира. Моя история не единственна. У моей коллеги Нины Ануфриевой тоже был непростой путь. В 12 лет из-за ошибки врачей она почти перестала ходить. В 27 она впервые пришла в конный клуб. После первого занятия ее тело болело так, что казалось, будто она не сможет вернуться. Но через неделю, несмотря на бинты и боль, Нина снова пришла на тренировку. Спустя 14 лет она выиграла международный рейтинговый турнир в Италии и теперь является кандидатом на Паралимпиаду 2016 в Рио-де-Жанейро. Когда моему сыну Жене было 7 лет, я привела его на реабилитацию с помощью верховой езды. У него был диагноз умственная отсталость, и он почти не говорил, путал право и лево. Врач-психиатр сомневался в нашей затее и отговаривал меня, но я верила, что это поможет. Мы продолжали занятия, несмотря на трудности и крики Жени, которые пугали сотрудников музея, где проходили тренировки. С каждым годом я замечала, как он становится более открытым и уверенным в себе. В 2006-м Женя стал героем телепередачи о иппотерапии в Иркутске. В 2007-м на прииграх специальной Олимпиады в Шанхае он занял первое место, проехав с грацией перед полными трибунами. В 2020-м он стал лучшим на открытом чемпионате Иркутской области, и я горжусь его достижениями. Истории из практики. Иппотерапией я занимаюсь с 2016 года и могу рассказать множество удивительных историй из своей практики, и каждая из них уникальна. Однажды к нам пришел мальчик, который не мог говорить из-за неподвижности нижней челюсти. Ни массажи, ни остеопатические процедуры не приносили результатов. Мы решили положить его на лошадь на живот, так чтобы его подбородок касался шеи животного, и просто начали шагать. После 2 занятий я получила сообщение от его мамы. Логопед в полном восторге. Челюсть начала двигаться. Еще одна история касается взрослой девушки с аутизмом, которая испытывала сильный дискомфорт в присутствии посторонних и боялась общественных мест. Мы начинали занятия в манеже, где не должно было быть никого, иначе у нее возникали истерики. Но однажды, по стечению обстоятельств, в манеж вышел еще один всадник. И, к моему удивлению, истерики не произошло. Я поняла, что для нее всадник на лошади не воспринимался как угроза. Это открытие вдохновило меня, и я начала приглашать других всадников в манеж, конечно, под моим контролем и с соблюдением всех мер безопасности. В итоге мы достигли того, что одновременно занимались 4-5 всадников и их тренеры, и это не вызывало негативной реакции. Более того, моя ученица проявляла интерес к происходящему. В один из дней ее мама сказала мне: «Мы вчера гуляли в парке». Это была простая вещь – прогулка в парке, которую многие из нас делают регулярно, но для девочки, которая раньше не переносила общественные места, это стало настоящей победой. Заключение. Это не просто истории, это доказательство, что невозможное возможно. И все начинается в седле. Эти истории — свидетельство того, что границы существуют лишь в нашем сознании. Мы наблюдали, как с каждым новым шагом, с каждым новым рывком вперед они преодолевают не только физические барьеры, но и внутренние страхи. Лошади становятся не просто партнерами в этом путешествии, но и верными друзьями, которые помогают открыть новые горизонты. Каждый из них, сидя в седле, чувствует себя не просто наездником, а настоящим всадником своей жизни. Они учатся доверять
себе, принимать свои ограничения и, что самое важное, верить в свои силы. Эти занятия становятся не только терапией, но и источником вдохновения, который помогает им двигаться вперед, преодолевая трудности и достигая новых высот. Ипотерапия — это не просто метод лечения. Это возможность изменить свою жизнь, поверить в себя и стать тем, кем ты всегда мечтал быть. Мы надеемся, что эти истории вдохновят других на подобные шаги, ведь каждый из нас способен на большее, чем мы думаем. Верьте в себя, и мир откроется перед вами с новой стороны. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!